первый вариант опоры для пионов. Удобрение хорошо растворилось, и я поливаю примерно 2-3 литра. Здравствуйте, мои дорогие друзья, гости, подписчики моего канала, любители выращивания садовых растений. В этом видео я вам покажу, как я подкармливаю пионы. Пионы сейчас на стадии бутонообразования. То есть это самое лучшее время, чтобы их правильно подкормить. Также я вам перед подкормкой покажу, как я их подвязываю двумя способами, потому что многие, кто давно выращивает пионы, знают, что у них вот эти вот огромные бутоны тяжелые, очень часто свисают и опадают прямо до самой земли, бывает даже обламываются побеги и стебли после сильных дождей, града, сильного ветра. Поэтому, конечно, пионы в большинстве сортов, особенно травянистые, естественно, пионы, нуждаются в подвязке, в установке каких-либо подпорок. Это можно сделать разными способами. И я вам еще расскажу несколько причин, самых главных причин, почему пионы не цветут. Речь, конечно, сегодня будет идти только о травянистых пионов, потому что есть другие виды пионов еще, если вы знаете, но это отдельная тема. Итак, сегодня будем ухаживать за травянистыми пионами. И первое, о чем я вам расскажу, это самые основные причины, почему же они все-таки плохо цветут, либо вообще не цветут. Вот в чем самые главные ошибки начинающих цветоводов и почему так происходит. Первая, самая главная ошибка, это, конечно, сильное заглубление при посадке. Когда вы покупаете вот этот вот корешок пиона где-то там в питомнике, либо в супермаркете, и весной его сажаете, то вот старайтесь сажать его ровно на той глубине, где он, то есть если вы покупаете в горшочке, допустим, да, вот закрытой корневой системы, не заглубляйте. То же самое и открытая корневая система, старайтесь сажать его максимально заглубляя от верхней вот этой почки корневую шейку, ну, не глубже 3 сантиметров. Пион очень холодостойкое растение, и поэтому он не боится вымерзания. Многие вот поглубже сажают, думают, что он вымерзнет, чтобы не вымерз. На самом деле все хорошо. Пион хорошо переносит даже бесснежные зимы и хорошо цветет. Если вы его заглубите, допустим, на 10 сантиметров в глубину ниже уровня почвы, либо еще глубже, то велика вероятность, что пион очень долго не будет цвести, пока не нарастет вот эту верхнюю часть корневой системы, пока он сам не поднимется естественным способом над поверхностью земли. Это первая причина. Вторая причина – это неправильная посадка в глухой тени. Несмотря на то, что пион неприхотливое растение и выдерживает яркий солнечный свет хорошо, также он будет цвести и расти в полутени, но вот глухая тень, это ему будет, конечно, некомфортно в таких условиях, поэтому рекомендую вам высаживать пионы на ярко освещенных поверхностях, либо в полутени. Это, конечно, касается в первую очередь средней полосы. Если вы живете в южных регионах, в Краснодарском крае, в Крыму, то там, конечно, нужно все-таки пионы сажать в притенении, чтобы они просто не сгорели на ярком южном солнечном свете. Еще одна очень частая причина, когда пионы не цветут и даже гибнут, это бывает такое, что вот в мощных, особенно в старых корнях пионов заводятся мыши. Да, мыши любят видеть гнезда вот в самих пионах, да, в нижней части роют норку и там устраивают себе такое как бы зимнее лежбище, и даже в зимний период могут подгрызать корни. В этом случае повреждается просто корневая система у пионов, то есть вот такие вот естественные вредители. Поэтому следите, чтобы мыши не свили гнездо в корне пионов под землей. Также пионам могут повредить и муравьи. Несмотря на то, что муравьи это полезные насекомые, но когда их в саду слишком много, они могут наносить, конечно, вред растениям. Между прочим, муравьи и пионы находятся в неком симбиозе. Они такие вот соседи, то есть пионы выделяют на своих бутонах, особенно не раскрывшихся, такие вот сладкие капельки. Муравьи их собирают, этим питаются, и благодаря этому растению легче
распускать свои бутоны, то есть у них такой вот симбиоз между собой происходит. Но если муравьи организуют свою колонию, свой муравейник под землей в корнях, пионы непосредственно под самим растением, то в этом случае, конечно, растение может от муравьев и пострадать. Поэтому также следите, регулируйте численность муравьев на вашем садовом участке. Не обязательно их травить и уничтожать, можно просто раскладывать какие-то отпугивающие приманки, которые содержат какие-то запахи, которые не любят муравьи. Тем самым вы просто прогоните их с того места, где у вас растут пионы. Сейчас я вам покажу подвязку пионов двумя способами, которые я давно уже применяю и использую при выращивании этих растений. А также сделаем подкормку пионов в период закладки бутонов вот на такой вот стадии, то есть на начальном этапе их цветения. Первый вариант опоры для пионов больше подходит для отдельно стоящих кустов. Это обычная вот такая вот металлическая сетка. В моем случае она окрашена краской. Можно использовать просто некрашенную сетку, но нужна достаточно такая толстая сетка, невысокая, она примерно около 50 сантиметров высотой. Больше не надо. И вот так вот по кругу установлено вокруг кустика пиона. Хороший вариант поддержки подпорки для пионов, выдерживает достаточно сильные ветры, дождь, и быстро можно ее снять, переставить на другое растение, осенью убрать. То есть очень хороший вариант подпорок для пионов. Это первый вариант. И второй вариант — это установка колышков. Вот такие старенькие уже, наверное, лет 5 я их использую. Колышки высотой примерно около метра, вбитые в землю. Далее используется вот такая толстая веревка. Это в том случае, если пионы растут в виде такой как бы вытянутой грядки. Рядком устанавливаются колышки с расстоянием примерно около 1,5 метра между собой. И вдоль рядков пионов натягивается веревка. Веревка должна быть толстая, прочная, чтобы выдержала вес побегов, которые ложатся, не становятся тяжелыми со временем, когда распускаются. Вот такой вариант подпорок я использую для пионов. Ну а теперь перейдем к подкормке. Здесь у меня 10-литровое ведро с водой. В него я вначале добавлю 2 столовых ложки, можно с горкой, аммиачной селитры. Аммиачная селитра — это азотное удобрение. Азот находится в легко доступной для растений форме, быстро усваивается. И он нужен для того, чтобы растение сформировало хорошую зеленую массу на длинных побегах, крупные соцветия. Но это еще не все. Сейчас сюда добавим еще один макроэлемент. В этот раствор я добавлю вот такое удобрение. Это сульфат калия. Добавлю 1 столовую ложку. Это удобрение содержит еще один очень нужный для пионов на данном этапе развития, перед цветением макроэлемент. Это калий. Его здесь содержится большое количество, поэтому растению он сейчас необходим для того, чтобы сформировать максимально крупные бутоны. 1 столовую ложку с горкой. Теперь нужно все хорошо перемешать. Эти удобрения быстро и легко растворяются в воде. Буквально несколько минут, и удобрение будет готово. Удобрение хорошо растворилось, и я поливаю примерно 2-3 литра под взрослое растение, под крупный куст пионов. Если куст пионов молодой, то использую примерно 1-2 литра подкормки под одно растение. Поливаю в центр куста, стараясь максимально распределить равномерно около растения.
Всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, что данное видео было вам интересно, а самое главное полезно. Хороших вам урожаев и хорошего вам цветения.